В этом видео я хочу подробно рассказать про то, как все-таки появились наши новые часы Saturn 5. Как мы нашли дизайнера, как нашли мраморщика и что у нас в итоге получилось. Как я пришел к идее мраморных часов? Вся наша линейка сделана в классическом стиле, и я хотел привнести новый взгляд. Поэтому я решил обратиться к профессиональному дизайнеру. Как я нашел дизайнера? Я обыскал море тематических сайтов по дизайну, где тусуются дизайнеры. Я искал дизайнеров среди друзей, и в итоге Ярослава Месонжникова я нашел на Фейсбуке. Мне до того понравились его работы, что я решил ему написать. Поначалу Ярослав несколько скептически отнесся к моей идее, к моему проекту, но чем больше он проникался продуктом, тем ему становилось интересней. Как строилась работа с дизайнером? Ярослав провел анализ рынка, объединил все имеющиеся тренды, собрал имеющиеся проекты и вывел порядка 10 вариантов, какие мы можем реализовать. Мне больше всего понравился вариант с мраморными часами, и мы запустили его в работу. Далее шел этап проектирования и макетирования. Ярослав отрисовал эскиз, создал модель в специальной программе, все размеры, все габариты он точно рассчитал, и далее он сделал картонный макет. Далее следовал этап создания прототипа корпуса. На этом этапе нам нужен был мраморщик. К счастью, у Ярослава был такой человек, он с ним раньше работал, и, как сказал Ярослав, только он может нам помочь в данной ситуации, поскольку очень мало мастеров, которые реально работают в таком формате с мрамором. Это оказалось правдой. Я параллельно провел анализ рынка, попытался наладить контакты еще с несколькими мастерами, которые работают с мрамором, и все отказались браться за наш проект, поскольку он был очень-очень сложным. Немного о нашем мраморщике Александре Бахареве. Когда я с ним познакомился, он мне показался человеком с другой планеты. Он удивительный, и он настоящий мастер своего дела. Он родился в семье музыкантов в городе с музыкальным названием Чайковский. Образование у него тоже музыкальное. Он учился по специальности виолончель. Также потом он получил художественное образование. Довольно интересная история о том, как Александр начал работать с камнем. Долгое время его никто не принимал, поскольку у него не было опыта в этой сфере. Однако ему помогло его музыкальное образование. Нашелся человек, который сказал довольно интересную фразу «музыка в камне» и дал ему контакт мастерской, где его незамедлительно приняли на работу, и он начал работать с твердыми камнями. Он проработал в этой мастерской около года. Дальше он перешел в другую мастерскую, где начал взаимодействовать с мрамором. Спустя 5 лет он стал настоящим профессионалом, он научился выполнять очень сложные операции и браться за сложные задачи. В 2013 году Александр основал свою собственную мастерскую «Форма ди Мармо», в которой он уже смог сам реализовать себя как художник. Александр относится к мрамору как к живому материалу, ведь мрамор очень старый и требует себе трепетного отношения. Создание нашего корпуса состоит из нескольких этапов. Первый этап – это подбор материала. Материал должен быть правильной плотности, иметь правильный рисунок и не иметь дефектов. Далее этот кусок отправляется на первоначальную обработку. Она делается на ЧПУ станке.
вытачивается внутрянка, делаются отверстия под лампы и базовая внешняя обработка. Далее начинается основная работа. На протяжении 15 часов Александр абсолютно вручную размечает, режет, фрезерует и полирует этот кусок мрамора. Основной сложностью в работе с мрамором является его неоднородность. Нужно чувствовать и понимать этот материал. Малейшая ошибка, и можно испортить все изделие. Многие из вас спросят, почему мы не сделали этот корпус полностью на станке. Основным моментом является его миниатюрность. В России просто нет станка, который может изготовить корпус в таком размере. Вторым моментом являются повышенные требования к точности изделия. И нет станка, который может изготовить его достаточно точно, с учетом наличия отверстий, руста и прочих моментов. Третьим моментом является особенность мрамора, его неоднородность. С учетом всех этих моментов я решил, что нужно делать корпус вручную. Отдельным этапом стоит нанесение логотипа и номера часов. Это делается на промышленном лазере. После этого Александр наносит краску на логотип и полирует его. Вместе с новыми корпусами потребовались новые металлические элементы. Кольца, кнопки, нижняя крышка, также ножки. Кстати, к ножкам мы добавили кожаные накладки, чтобы часы не царапали поверхность, на которой они стоят. А заодно к новым часам мы решили изготовить новые блоки питания. Они имеют следующие элементы. Шнуры мы сделали тканевыми, добавили ретро-вилку, а сам блок питания спрятан в стилизованную коробочку. Про наши новые часы уже рассказали топовые дизайнерские СМИ Elle Decoration, Architectural Digest, а также Interior.ru. Все ссылки на статьи мы укажем внизу в описании. Подводя итоги, я хочу сказать, что я очень доволен проделанной работой и очень рад, что мне удалось познакомиться с Ярославом Месонжниковым и Александром Бахаревым. Если вам нравятся наши часы так же, как и мне, оставляйте ваши отзывы, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас.